Удар Кремлю под дых. Задержан организатор заказных убийств с ФСБшным прошлым. Наживка для Трампа. Что придумали соратники Аятоллы, чтобы отговорить Вашингтон от нанесения удара? Ставленник Путина сделал публичное открытие. Россияне не любят власть. Бумеранг войны вернулся и крушит страну-агрессора регион за регионом, накрывает самых благополучных. Неутешительные выводы экспертов. В Лондоне засомневались в способности победить Москву в ядерной войне. Расскажем, в чем проблема. Шоу для развлечения или для устрашения? Китайские товарищи показали гостю из Европы, до чего дошел прогресс. Выпускница МГИМО или питерской подворотни? Российский МИД преподал миру урок настоящей дипломатии. Об этих и других событиях к утру пятницы 27 февраля. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Улыбки, красные дорожки и комплименты. Так было в Анкоридже, но его дух куда-то выветрился, а на деле США наносят очередной удар Кремлю под дых. В Колумбии задержан опасный российский преступник. Как сообщает испанская «Эль Паис», в аэропорту Боготы был задержан Денис Алимов. США обвиняют этого гражданина РФ ни много ни мало в подготовке ряда заказных убийств в Европе. Алимов прибыл в Колумбию рейсом Turkish Airlines и собирался поехать в Картахену, но был арестован сотрудниками Интерпола и местной полиции. США объявили его в международный розыск после того, как этот гражданин, по данным расследования, финансировал наемников для убийства двух известных европейских деятелей. Правда, имена целей киллеров не раскрывают. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, Алимов имеет самое непосредственное отношение к так называемым органам. Алимов минимум до 2022 года служил в воинской части 35690. Это ЦСН ФСБ РФ, база спецподразделения «Вымпел». Алимов имел позывной «Ариец» и, судя по его увлечениям, имел отношение к подводным операциям. В США этому чекисту грозит до пожизненного заключения. Колумбийские власти готовят его экстрадицию. Этот случай добавляется к серии предыдущих задержаний россиян в Колумбии по обвинениям в шпионаже и мошенничестве. После того, как Трамп дал иранскому режиму еще немного времени, его вожди придумали гениальный ход. Они предлагают американской стороне вместо бомб завалить их долларами. В команде Аятоллы, пытаясь избежать войны с США, предлагают Трампу вложиться в нефтегазовый сектор. Это часть плана, чтобы уговорить президента США согласиться на сделку по ядерной программе. Источник Financial Times утверждает, что Тегеран готов предложить американскому президенту выгодные условия, права на добычу полезных ископаемых и крупных минералов. Мол, это то, что Трамп любит – прибыльные сделки. Тем временем переговоры возобновились в Женеве. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. США представляют специальный посланник президента Стив Уитков, а также советник и зять американского лидера Джаред Кушнер. Российские чиновники начали подозревать, что народ их недолюбливает. Один из самых известных губернаторов России, Вячеслав Гладков, вместо очередных сообщений об отсутствии в его прифронтовой Белгородской области электричества, тепла и воды, сделал заявление на другую тему. Возвращался с командировки, сломался поезд, недалеко остановился от Белгорода, вышел, пытался найти машину, увидел жителя, представился, попросил доехать до дорожного переезда, мне кажется, там метров 600-700 было недалеко. Житель местный отказался доставить. И тут путинский назначенец учуял что-то неладное. Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем, непонятно что хотят. Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной.
После этого губернатор поручил главе Яковлевского района найти этого отказника и поговорить с ним, чтобы понять, в чем причины такого поведения. Не понимает Гладков причин. На 27-й год правления Путина, 13-й год войны против Украины, 5-й год полномасштабной агрессии, после сотен тысяч убитых и покалеченных, разрушенных городов, не понимает чиновник, что же не так. Заходи к нам на канал, сейчас тебе в комментариях объяснят. Министр иностранных дел Польши призвал страну готовиться к войне, масштаб которой помнят только деды. Радослав Сикорский подчеркнул, что Россия может вскоре атаковать страны НАТО и отметил рост диверсий и инцидентов в Европе. Сикорский напомнил о нападении российских БПЛА и московской дезинформации. В связи с этим мы должны быть готовы к конфликту в масштабе, который пережили наши дедушки и прадедушки. Министр предупредил, что Кремль будет продолжать испытывать границы. Путин не хочет мира, только капитуляции. Если Украина проиграет, угроза со стороны России не уменьшится, а возрастет. И Польша должна укреплять свою устойчивость, особенно в информационном противостоянии. Тем временем в Лондоне усомнились в качестве своей ядерной дубинки. Достаточно ли она крепка, если придется отвечать Москве? Новый доклад Королевского института оборонных исследований содержит тревожные оценки. Современные российские системы ПВО, такие как А-235 «Нудоль» и С-500 «Прометей», способны защитить Москву от ядерных ударов со стороны Великобритании и Франции. Авторы доклада считают, что Европе срочно нужно гиперзвуковое оружие, чтобы не остаться без ядерного сдерживания. США уже потратили 12 миллиардов на такие разработки, но Россия и Китай опережают. В Европе ведутся переговоры о создании гиперзвуковой ракеты с дальностью до 3000 километров. Бумеранг войны все сильнее бьет и по стране-агрессору, и страдают не только прифронтовые регионы, но и, к примеру, Сочи. С начала года интерес к популярному курорту резко сократился. В феврале продажи туров упали на 30% по сравнению с прошлым годом, а также на 38% по сравнению с этим январем. Это связано с участившимися закрытиями аэропорта из-за атак украинских беспилотников, что приводит к массовым задержкам рейсов. Также влияют высокие цены на перелеты и отели, что делает курорт менее доступным для российских туристов. Скандал вокруг файлов Эпштейна сметает значительные фигуры по всему миру. Бёрге Бренде, президент и гендиректор Всемирного экономического форума в Давос, подал в отставку на фоне расследования его связей с известным педофилом. Согласно документам Минюста США, Бренде встречался с Эпштейном на деловых ужинах и переписывался с ним и после того, как тот был осужден за сексуальное преступление. Накануне стало известно, что Биллу Гейтсу пришлось извиняться перед сотрудниками своего фонда. Газета The Wall Street Journal сообщила, что 70-летний соучредитель Microsoft признал свои внебрачные связи с россиянками, но отрицал, что делал в гостях у Эпштейна что-то противозаконное. Еще ранее стало известно о госпитализации бывшего премьер-министра Норвегии Торбьерн Ягланд. Попал в больницу после предполагаемой попытки самоубийства, которую он мог предпринять после начала расследования его связей с Эпштейном. В Казахстане подготовка к референдуму набирает обороты. Поначалу оппонентов власти штрафовали, теперь уже хватают. В Алматы задержан Аразалы Ержанов, глава общественного фонда Эльге Кайтару, который критиковал проект новой конституции и призвал к умному бойкоту референдума 15 марта. По сообщениям правозащитников, Ержанова задержали ночью после обыска в его доме. Он стал известен благодаря своей борьбе с незаконно выведенными из страны активами и публичной позиции по общественно-политическим вопросам. Казахстанская полиция возбудила уголовное дело против правозащитника по обвинению в воспрепятствовании избирательным правам, а также за публикации, призывающие к бойкоту референдума и вводящие граждан в заблуждение.
После рекордного по продолжительности выступления Трампа в Конгрессе, где под бурные и продолжительные аплодисменты президент заявлял о золотом веке Америки, пришли новости совсем другого рода. В 2025 году из страны уехало на 150 тысяч человек больше, чем приехало. Такого не происходило со времен Великой депрессии. По данным Wall Street Journal, эмиграция усилилась, и многие американцы уезжают в Мексику, Канаду, Великобританию и Португалию. А тут еще одна тенденция, которая слабо укладывается в голове. Растет количество заявлений на отказ от американского гражданства. За год она увеличилась на 48%, и по прогнозам этот тренд продолжится. Продолжается визит канцлера Германии в КНР. После встречи с Си Цзиньпином китайские товарищи устроили для Фридриха Мерца шоу человекоподобных роботов. Зрелище впечатляющее, вот только, похоже, лидера одной из самых развитых стран Европы достижения коммунистического режима не столько радуют, сколько напрягают. Ведь если Запад немного отстанет в технологической гонке, такие киборги завтра могут высадиться не только на Тайване. Очередной урок дипломатии продемонстрировали в Москве. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова показала высочайший уровень ораторского искусства и попросила европейцев не вмешиваться в процесс переговоров между Россией, США и Украиной. Давайте послушаем. Вас там никто не ждет, вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Потом Захарова окончательно перешла на язык Лаврова и Медведева. «Сидите и не вякайте», посоветовала она европейцам, и это была цитата. Поэтому сидите там под столом и не вякайте. Где обстреляли катер под американским флагом? Какой дедлайн определил Трамп для заключения мира? Что за креативный налог придумали российские министры, чтобы залатать бюджетную дыру? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся вечером.